Добрый день, дорогие подписчики и подписчицы. Пару дней назад я снимал распаковку Meizu M5, и вот я ним 2 дня попользовался, ну и теперь могу рассказать свои впечатления. Итак, что же из себя представляет этот телефон? Вкратце напомню его характеристики. Диагональ 5,2 дюйма, разрешение HD 1280 на 720 пиксель, процессор MTK 6750, это 8-ядерный процессор, оперативной памяти 3 гигабайта, встроенной постоянной 32. Задняя камера 13 мегапикселей, передняя камера 5 мегапикселей. Полный набор коммуникаций: это Bluetooth 4, GPS, Wi-Fi. Емкость аккумулятора 3700 мАч. Я до сих пор еще не снял с него заводские пленочки, это телефон не мой, я убрал просто на тест. Итак, что же я о нем думаю? Во-первых, встроенный датчик отпечатков. Он меня удивил и порадовал одновременно. Такого быстрого датчика отпечатков пальцев я еще не встречал. На iPhone 5s он медленнее, ну, раза в 2-3 как минимум. До этого у меня был Xiaomi Redmi 3s, но там датчик отпечатка пальцев срабатывает, ну, раза в 2, я думаю, точно медленнее, чем здесь. Единственный минус по отношению к Redmi 3s: в Redmi 3s он активен постоянно, то есть я приложил палец даже к выключенному телефону, и Redmi 3s разблокируется. Здесь такого нет. Здесь нужно сначала нажать, он разблокировал, он включился, и через какую-то долю секунды он считал отпечаток пальца и разблокировался. Ну, хотя, знаете, за 2 дня я до такой степени привык, что уже не считаю это недостатком, как-то уже так привычно. То же решение, как и на айфонах, используется. Приложил, немножко подержал, и произошла разблокировка. Так, это первое. Сканер отпечатка пальцев меня очень порадовал, работает очень быстро, очень качественно, под любым углом, то есть плюс однозначно. Второе, Wi-Fi. Скорость и качество Wi-Fi приемника просто на высоте. Я не знаю, может быть, сказывается объем встроенной памяти, но программы с Play Market закачиваются просто, можно сказать, моментально. Очень высокая скорость работы Wi-Fi и очень высокая стабильность и дальнобойность. Мне это очень понравилось, однозначно огромный плюс. Третье, камера. Камера 13 мегапикселей, снимает видео Full HD. Ну, камера как камера. Я не нашел никаких отличий по сравнению с Redmi 3s, то есть камера, мне кажется, один в один абсолютно. Вот такая вот вспышка установлена сзади. Она, как вы видите, состоит из нескольких отсеков. Не знаю, видно это, не видно через камеру. Ну, там есть и немножко такой желтоватый диодик и немножко такой более светлый, белый светодиод. Ну, то есть, как используется в айфоне. 2 разных светодиодика с разной температурой подсветки. По такому же пути пошли и Meizu. Фотографии получаются при хорошем освещении отличные. В пасмурное время и при сумерках, ну, либо в помещении, появляется шум. Ну, это вполне нормальный, это вполне нормальный и ожидаемый результат. Full HD пишет 30 кадров в секунду, без тормозов, без рывков. Процессор справляется с Full HD на отлично. Теперь о производительности. Я, наверное, уже стер. В AnTuTu этот телефон набрал 41 тысячу баллов. Это, конечно, очень хороший показатель для МТК. Это просто чудесный показатель. Я устанавливал, вот у меня сейчас стоят World of Tanks, Dungeon Hunter 5, Clash of Clans. Ни в 5-м Хантере, ни в World of Tanks тормозов, притормаживаний я не заметил в принципе. В танксах показывает в среднем 58 кадров в секунду. Ну, бывало, иногда я замечал проседание до 52-53, но это абсолютно не критично. Никаких рывков, тормозов не было. Играть можно просто с комфортом. Мне очень понравился сам дизайн и сам подход
к созданию этого телефона. Телефон вышел довольно-таки тоненький. Я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Он гораздо тоньше, чем Redmi 3S. Он лежит в руке довольно-таки классно, несмотря на его 5,2 дюйма. Скорее всего, из-за того, что производителю удалось до минимума уменьшить размер рамок, вот этих боковых, они очень малы. Он чувствуется в руке, ну, максимум как 5-дюймовый. Его удобно носить в кармане брюк, в кармане рубашки. Он отлично влазит, ничего не отвисает, ничего не оттягивает. Довольно-таки легкий телефон, но в то же время я не заметил ни скрипов, ни люфтов, ни щелей каких-то. Читал в интернете, люди жаловались о том, что дребезжит качелька громкости. Ну, я такого не заметил. Если есть небольшой люфт у качельки, то он просто минимален и никакого неудобства не вызывает. Скажу сразу, да, есть небольшой люфт, он проявляется не всегда у многофункциональной кнопки Home. То есть, если ее нажимать, это происходит не всегда, довольно-таки редко, но иногда это происходило. И если ее нажимаешь, иногда раздается такой щелчок, он высокочастотный, такое ощущение, как будто попало что-то под эту кнопку. Ну, это было, я не знаю, может, раза 2-3 за 2 дня. Я думаю, об этом можно и не говорить. Так, что еще сказать? По автономности. Опять же, телефон меня приятно порадовал. Аккумулятор установлен 3070 мАч. Значит, у меня постоянно включен Wi-Fi, GPS, передача данных 3G. И в режиме использования, ну, около часа-полтора разговоров в день, 10-2 фотографий, ну, наверное, с полчаса, минут 40 игры, проверка почты, соцсети и так далее. У меня к вечеру осталось 35% заряда. Мне это очень понравилось. iPhone 5s умер бы гораздо быстрее при таком использовании. За ночь телефон скушал около 3% заряда. В режиме ожидания за 9 часов 3% заряда. Ну, опять же, это мне нравится. Так, теперь пара ложек дегтя. Без них никак нельзя обойтись, потому что это не реклама Meizu, это обзор, в котором я стараюсь рассказать и хорошие, и плохие стороны этого телефона. К железу претензий нет вообще. Железо отличное, сборка отличная, качество экрана отличное. Я вот, кстати, извиняюсь, не могу вам сказать, но, судя по всему, это IPS-матрица, потому что углы обзора, они близки к 180 градусов. Не блекнут под углом, не выцветают. На улице видны довольно-таки хорошо. Итак, о дегте. Что мне в нем не понравилось? Я очень надеюсь, что это временное явление, и производитель со временем эту проблему исправит. Это прошивка. Телефон достался мне с глобальной прошивкой. Он был куплен в Цитрусе. То есть это не китайская, не индийская, а именно глобальная прошивка, в которой по умолчанию есть уже русский язык, и в которой установлены Google сервисы. Но, как оказалось, Google сервисы установлены далеко не все. Мне так и не удалось запустить Google Now. Он сразу же вылетает. Если установить как отдельное приложение, он запускается и моментально вылетает. Я думаю, это связано с недоработанной прошивкой. Но это можно простить китайцам, потому что телефон, он буквально анонсирован совсем недавно. У меня на руках сейчас версия декабря 2016 года. Я думаю, пройдет месяц-два. Китайцы допилят свою прошивку глобальную. Кстати, китайская версия уже вышла, но я не хочу ставить на этот телефон китайскую версию, потому что там нет ни русского языка, ни нужных мне Google сервисов. Это первое. Второе. Опять же, я очень надеюсь, что это будет исправлено. Аналогичная проблема была с Meizu M2 Note, когда я его тестировал. В стандартной оболочке Flyme нет того, к чему я очень привык. Нет счетчика уведомлений в приложениях.
Я искал на 4PDA решение этой проблемы. Кое-кому удалось ее решить при помощи рутования телефона и использования Flame Tools. Мне это не удалось. Довольно-таки неудобно при получении уведомлений опускать шторку и смотреть, что же именно произошло. Я привык смотреть на телефон. Ну, я привык к этому на iOS. Я привык смотреть на телефон и сразу видеть, в каком приложении произошло какое событие. Ну, опять же скажу, я надеюсь, явление это временное, и производитель со временем это исправит. Так, что еще? Как я уже говорил, быстродействие, что оболочки, что приложений, что Wi-Fi просто на высоте. На удивление, я не думал, что будет такая большая скорость на МТКшке. Ну, вполне возможно из-за 3 гигабайт оперативной памяти. Телефон на самом деле работает очень шустро, очень плавно. Я даже не могу сказать, что хоть раз он о чем-то призадумался, подвис. Не было никаких ни перезагрузок, ни зависаний, никогда ничего. В этом плане все сделано отлично. Итак, пару слов в завершении. На данный момент телефон 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенной памяти стоит 3800 гривен. Это примерно 130 долларов. Примерно 130 долларов, ну плюс-минус немного. Итак, что же можно взять за эту же сумму? За эту сумму можно взять Redmi 3S с 16 гигабайтами оперативной памяти с 16 постоянной и 2 оперативной памяти. Равноценный это обмен? Однозначно нет. Meizu гораздо более интересный вариант. Что за эти деньги еще можно взять? Можно взять простенький Samsung серии J. Ну, это вообще земля и небо сравнивать этот телефон и с малобюджетным Samsung. Я так посмотрел по сайтам Allo, Citrus, Foxtrot. За эти деньги, за эту сумму я просто не вижу аналога, который обладает такой же производительностью, таким же качеством, диагональю хотя бы 5, напомню, здесь 5,2, и за такую приятную цену. Итак, вывод. Телефон однозначно стоит своих денег. Да, есть небольшие минуса, но эти минуса связаны именно с немного сыроватой прошивкой. Пройдет месяц, пройдет 2, китайцы все допилят, ну, либо энтузиасты с 4PDA все допилят, доведут до ума. И я уверен, телефон станет просто хитом. Как до этого недавно был хитом Meizu M3S. Ну, вот, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч. Всего вам наилучшего.